Строительство крепости Брест-Литовск обходилось казне весьма накладно. Только за первые полгода строительства было израсходовано около 228 тысяч рублей. Особым спросом, несмотря на высокую стоимость, пользовался кирпич. Местные производители получили возможность заработать на масштабном строительстве. В окрестностях деревни Гершиновичи, расположенной в Каменец-Журавецкой волости, купцы Либерманы основали кирпичный завод. На предприятии работало около полусотни рабочих, а годовой объем производства достигал 500-700 тысяч штук кирпича. В память о тех временах сохранились такие вот озера в пригороде Бреста, бывшие глиняные карьеры. А еще большинство кирпичей Брестской крепости помечено особым клеймом. На них значатся отпечатки различных букв и даты. Под инициалами, выдавленными на стенках кирпичей, скрываются, как правило, имена и фамилии владельцев кирпичных заводов. Например, клеймо с латинской литерой «Л» может соответствовать производителю кирпича Либерману, а «Р» – владельцу кирпичного завода Рабиновичу. В неограниченных количествах использовались и привозные материалы. Например, кирпичи с клеймом «Лондон» изготавливались в Украине, в городе Проскурин, а кирпичи с оттисками КГ производились под Варшавой, владельцем кирпичных заводов Казимиром Гранцовым. Судя по всему, он придавал большое значение качеству своей продукции. За постоянное усовершенствование изделий из глины Казимир Фридрихович получил 15 медалей, из них 9 золотых. В те далекие времена кирпичи изготавливались по особой технологии и были на порядок выше по прочности, чем современные. Бытует мнение, что в процессе производства кирпича для строительства крепости Брест-Литовск в состав глиняной смеси добавляли куриные яйца. Делалось это вроде как для усиления крепости камня. Правда, в архивных документах о такой технологии нигде не упоминается. Белок из яиц добавляли в известковый раствор для скрепления кирпича во время кладки. После появления цемента яйца стали не нужны. Тем не менее, кирпич, использованный при строительстве Брестской крепости, отличается исключительной прочностью. Раствор для него готовили из специальной глиняной смеси, а самым крепким считался так называемый кирпич-железняк. Говорят, если слегка ударить по нему молоточком, он издает металлический звон. Эти кирпичи были дорогие, использовались во влажных фундаментах и гидротехнических сооружениях. Прочность зависела от технологии изготовления. Чем выше температура запекания, тем крепче кирпич. Недавняя экспертиза показала, что самый ранний кирпич Брестской крепости 1834 года содержит кварцевый песок. Его же добавляют при изготовлении стекла. Благодаря такому составу кирпич при воздействии огня плавится, а не крошится. Так происходило при обороне Брестской крепости во время Великой Отечественной войны. Военным зодчим удалось достигнуть высочайшего качества кирпичной кладки. Толщина перевязочных швов в сооружениях различается всего на доли миллиметра. До сих пор старые стены, если нет дополнительных механических повреждений, успешно противостоят солнцу, ветрам, влаге и морозам. А при возведении фасадов и внутренних помещений некоторых объектов применялось до 27 типа размеров кирпича. Все они изготавливались с поразительной прочностью. Цитадель выделяется не только высоким качеством кирпича, но и самой кирпичной кладкой. Судя по таким ровно и аккуратно выстроенным стенам, ее выполняли каменщики высокого класса. В следующую субботу вы узнаете, когда прозвучали первые в истории крепости Брест-Литовск пушечные выстрелы, сколько солдат могли вместить казематы цитадели и насколько крепость соответствовала требованиям своего времени.